Это была холодная зимняя ночь, когда ветер завывал за окнами, искал щели в старых досках, а на улице медленно падали хлопья снега. В таком суровом дне судьба свела Татьяну с маленьким Кириллом. Татьяна, медсестра местной больницы, уже давно мечтала о детях, но судьба обходила ее стороной. Ее жизнь, полная профессионально спасающего людей труда, не могла заполнить пустоту, оставшуюся в сердце. В тот вечер, когда она возвращалась с работы, ее внимание привлек звук, доносившийся из-за угла дома. Какое-то время она колебалась, но потом решилась подойти. На пороге ее крыльца она обнаружила маленького мальчика, завернутого в изношенный плед и уютно устроившегося в коробке. Глаза ребенка были полны слез и страха. Татьяна не смогла остаться равнодушной. Она схватила малыша на руки и завела его в тепло своего дома, вероятно, спасая его не только от холода, но и от одиночества. С той поры жизнь Татьяны изменилась. Она принялась заботиться о Кирилле, кормила его, помогала ему засыпать, рассказывала истории, убаюкивая его, как могла. Каждый день она удивлялась тому, как быстро он становится все более живым и радостным. Они вместе исследовали мир, гуляли в парке, рисовали, часто Татьяна читала ему книги. Кирилл, со своей стороны, дарил Татьяне бесконечную любовь, делая ее душу поистине матерью. Время пролетело. Прошло 7 лет. Теперь Кирилл был крепким, умным и веселым мальчиком, наполненным радостью и улыбками. Татьяна продолжала свою работу медсестрой, а в ее сердце уже не было и тени сомнения. Она была матерью, а Кирилл — ее сыном. Они уже построили маленький мир любви и заботы. Однако в один из зимних вечеров, когда они снова уютно устроились за ужином, раздался громкий звонок в дверь. Татьяна, настороженно глядя на Кирилла, подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял мужчина средних лет с уверенным, даже дерзким выражением лица. «Я его отец», — заявил он, указывая на Кирилла. «Я забираю его домой». Словно гром среди ясного неба, эта фраза вырвала Татьяну из ее спокойного мира. Она почувствовала, как сердце сжалось от тревоги. «Вы не можете забрать его», — ответила она, стараясь скрыть волнение. «Кирилл вырос со мной. Я его мама. Он знает только меня, и я не могу его отдать. У него нет другого дома». Мужчина стал угрожать, заявляя, что у него есть деньги и связи, чтобы забрать сына. Он с легкостью переключился на обвинение, утверждая, что Татьяна незаконно удерживает ребенка. Но Татьяна, уже пережившая многократные испытания, была полна решимости. Она осознала, что не может отступить. «Я не отдам его», — твердо произнесла она. «Мы пойдем в суд». Татьяна обратилась к опытному адвокату, который уверенно сообщил ей, что можно добиться признания утраты родительских прав данного мужчины. Он объяснил, что условия, при которых Татьяна забрала Кирилла из коробки, и последующая забота о нем должны сыграть решающую роль в суде. Тем временем в суде мужчина продолжал настаивать на своем праве забрать сына, хоть его слова звучали все более беспомощно. У него не было заметных доказательств, чтобы показать, что он действительно заботился о Кирилле, кроме своих угроз и вызывающего поведения. Татьяна, в свою очередь, привела все необходимые свидетельства. Фотографии с моментов радости и счастья, записи о визитах к врачам, объясняющие, как она ухаживала за мальчиком. Она стояла с гордо поднятой головой, как настоящая мать, которая защищает своего сына. Судья, выслушав обе стороны, принял решение. Татьяна с замиранием сердца ждали этого момента. В соответствии с законами о правах ребенка и защите его интересов, суд признает, что отец утратил свои родительские права, так как не осуществлял их в течение длительного времени. Татьяна, которая в буквальном смысле вырастила мальчика, будет продолжать исполнять роль его законного опекуна. Когда мужчина вонзил недоуменный взгляд в судью, Татьяна почувствовала, как вес этой жизни, полный страха и переживаний, напряженно спадает.
Она обняла Кирилла, который с восторгом и непониманием смотрел на них. Мужчина, опустив плечи, развернулся и ушел, оставив позади свои угрозы и претензии. Татьяна и Кирилл остались наедине, и в тот момент они поняли, что их связь еще крепче. Таким образом, Татьяна не только сохранила своего сына, но и победила в борьбе за их счастье. Каждый день они вместе строили свою историю, наполненную любовью, заботой и радостью. И если эта удивительная история научила кого-то чему-то важному, то это лишь подтверждает, что настоящая любовь и крепкая семья могут преодолеть любые преграды. Прошло время с того мгновения, когда Татьяна впервые увидела маленького Кирилла в коробке на пороге своего дома. С каждым днем их связь становилась все крепче и глубже. Татьяна уже не могла представить свою жизнь без этого малыша. Для нее он стал не просто подопечным, а настоящим сыном, источником радости и вдохновения. Каждый новый день открывал перед ними мир удивительных возможностей и неизведанных горизонтов. Несмотря на все трудности, связанные с воспитанием ребенка, жизнь Татьяны наполнилась смыслом, и каждое мгновение, проведенное с Кириллом, приносило ей невероятное счастье. Они вместе гуляли по снегу, строили снежные крепости, лепили снеговиков и катались на санях, а в теплые дни отправлялись на прогулки в парк. Стоя на коленях, Татьяна находила время, чтобы рассказывать Кириллу сказки о далеких странах и удивительных героях. Он, задумчиво прикусив губу, сидел с открытым ртом, не в силах оторваться от ее речей. В ответ на ее истории его глаза светились от восторга, что наполняло Татьяну теплом и радостью. Зимой Кирилл часто спрашивал Татьяну о его настоящем отце, и она старалась ответить ему деликатно, чтобы не ранить его чувства. Она говорила, что его папа не мог быть рядом, но их связь — это нечто особенное. Да, у Кирилла был отец, но единственной истинной матерью для него была Татьяна. Она понимала, что однажды придет момент правды, и тогда ей нужно будет объяснить Кириллу все детали его биографии. Таким образом, их дни проходили в любви и заботе. Они делали вместе все. Выбирали продукты на рынке, готовили ужин, развлекали друг друга, устраивая целые театрализованные представления с игрушками, которые Кирилл уговаривал Татьяну разыгрывать каждую ночь. Она стала для него не только матерью, но и другом, на которого он всегда мог положиться. Однако в их мир, полный радости, однажды ворвался страх. В тот самый вечер, когда к ним в дверь постучали, обе жизни перевернулись в одно мгновение. Татьяна остолбенела перед незнакомцем, который, казалось, пришел из ниоткуда, готовый вырвать у нее все, что она так тщательно создавала. Его уверенность уколола ее, будто маленьким ножиком, и она ощутила, как будто мир снова сбился с пути. Мужчина, представившийся отцом Кирилла, не оставлял места для сомнений в своих намерениях. Он выглядел решительным, и от его слов веяло беспокойством. Татьяна осознала, что ее опекуны не приведут к хорошему исходу, и она должна сделать все возможное, чтобы защитить своего сына. «Вы не можете забрать его», — произнесла она, хотя внутри нее бушевали эмоции. Ее голос дрожал, но она держалась. Эмоции женщины, ставшей матерью за эти годы, были тяжелей, чем какое-либо давление со стороны. После этого встречи Татьяна не могла спать. Мысли о будущем, о том, что Кирилл может оказаться далеко от нее, терзали ее душу. Она обдумывала каждый момент, каждые воспоминания, и их совместные прогулки, и тепло его объятий. Как она могла позволить этому мужчине увести его? Все эти оттенки привязанности, которые они вместе построили, были ей не просто дорогими, они были частью ее самой. На следующий день, собрав все свои силы, Татьяна обратилась к адвокату, который начал разбираться в их деле. Женщина шла к нему, страдая от волнения, но в глубине души чувствовала необходимость борьбы за своего сына. Разговор с адвокатом вселил в нее надежду. Он просто объяснял, что кодекса законов и право защиты ребенка могут сыграть решающую роль. Он подтвердил, что прошло достаточно времени, чтобы считаться законным опекуном,
и тот, кто действительно заботится о ребенке, имеет право на защиту. Запасаясь документами и фотографиями, Татьяна каждый вечер готовилась к предстоящему суду. Она не просто собирала доказательства своей любви и заботы о Кирилле, но и уговаривала себя, что это не просто борьба за формальность. Это была ее ответственность как матери. Когда настал день судебного заседания, перед глазами Татьяны проносились годы вместе с Кириллом, миг за мигом, до мельчайших деталей. Каждое слово, каждое ощущение резонировали в ее сердце, в тени большего страха, чем когда-либо. Зал суда был полон, и ей не хватало воздуха. Она чувствовала, как обрекает свою мечту на качественную проверку. Их мир так легко мог разрушиться, если правосудие не встанет на ее сторону. Старший судья внимательно слушал сторон, чувствуя, что этот случай не просто юридический, а абсолютная человеческая трагедия. Всех слушали, в том числе и самого Кирилла, который, к счастью, был достаточно взрослым, чтобы понимать, что происходит. Его глаза, полные доверия, искали взгляда Татьяны, и это единственное мгновение дало ей сил. Она знала, что никто не сможет вырвать из ее сердца то, что они создали вместе. Когда судья вынес решение о сохранении опеки за Татьяной, волнение, истощение и радость переполнили ее. Она не могла сдержать слез, и когда судебный процесс завершился, она обняла Кирилла, который с полным непониманием смотрел на нее. Их союз был неразрывным, и в этот момент они обе поняли, что сражение, возможно, только началось, но они вместе. Уверенные в своих чувствах, Татьяна и Кирилл остались наперекор всему. Время шло, но каждый их день был наполнен любовью и заботой друг о друге. Татьяна почти не верила, что мужчина не появляется больше, и что они могут продолжать жить своей маленькой жизнью без страха. Кирилл рос, и у них осталось еще много пикников, праздников и просто радостей. Каждую удачную ночь они сидели в кресле, читая вместе книги и засыпая под уютное тепло друг друга. Наученные бороться за то, что они любят, мать и сын жили счастливо, всегда готовые к новым вызовам, уверенные в том, что любовь преодолеет все преграды. Эта история о материнской любви и стойкости стала примером для многих, которые искали поддержки и силы в трудные времена. Татьяна знала одно: даже когда темные времена могут навалиться, их любовь сделает их непобедимыми.